Всем привет! В прошлый раз рассматривал такой сценарий, в котором текущий цикл состоит из двух зигзагов уровня Intermediate, поскольку этот участок и визуально, и технически соответствует конечной диагонали уровня Minor. 20 сентября я говорил, что текущего участка недостаточно, чтобы откатить всю прошлую формацию уровня Minor, и что на этом участке формация практически исчерпала свой потенциал и давала уровни, которые подтвердят слом этой формации и, соответственно, дадут сигнал на продолжение коррекции этой формации. А еще предупреждал о волатильности, которая достигла рекордно низкого уровня, и что промежуток времени между всплесками волатильности сейчас один из самых длинных за все время. А поскольку волатильность чаще всего активно растет во время резких коррекций, было опасение, что этот участок может оказаться способным расшатать застоялую волатильность и увести цену в район 100к и даже ниже. Но кто меня смотрит уже давно, наверняка заметили, что я довольно быстро могу подстраиваться под рынок и пересматривать среднесрочные сценарии, не зацикливаясь на каком-то одном варианте, пытаясь до самого конца продолжать в него верить. Несмотря на то, что прогноз на продолжение коррекции оказался абсолютно верным, сама формация этого движения, а также ряд факторов, которые успели произойти за это время, меня насторожили, и я решил проверить, возможен ли бычий сценарий без перелоя 107к. Возможно, тут уже включается моя чуйка или насмотренность, или паранойя, но тем не менее есть основания полагать, что эта корявая коррекция подходит к концу. И сейчас про эти основания как раз и пойдет дальше речь. Вариант на рост выглядит следующим образом. Он заключается в том, что первые два импульса — это первая и третья волна уровня primary, а последующие волны в виде зигзагов — это сужающаяся конечная диагональ уровня intermediate. И, соответственно, для завершения всей формации нам осталось дорисовать пятую волну уровня intermediate в виде зигзага уровня minor. Теперь подробнее про то, почему я считаю, что текущая коррекция может оказаться окончательной. Первый фактор, конечно же, волновой анализ. У битка есть привычка забрасывать точку B и делать перехай основной формации, вводя в заблуждение как волновиков, так и остальных участников рынка. Зная это, такой вариант всегда надо учитывать и закладывать в возможный сценарий. Разложив движение на более младшие формации, я допускаю, что в этом месте был заброс точки B уровня minor, а в этом месте был заброс точки B уровня minuet. И поскольку вот эта формация, вероятнее всего, расширяющаяся диагональ уровня subminuet, она либо уже завершилась, либо близка к завершению. Зависит от того, произойдет перелой 108-700 или нет. Первый признак ее завершения будет пробой этой серой трендовой линии. Второй признак, и уже более весомый, это пробой этой трендовой линии. Ну а пробой синей трендовой линии уже будет одним из признаков за то, что пошла реализация сценария с отрисовкой пятой волны уровня Intermediate. Второй фактор. Индикаторы страха и жадности перешли в зону страха. А на бычьем рынке это всегда было хорошей возможностью закупиться в средний срок. Ну а поскольку еще не пробита ни одна старшая структура, то основной тренд технически до сих пор считается бычьим. Плюс показалась на глаза метрика про настроение, которые на этом падении сменились на медвежье. Также на этом падении были приличные масштабы бычьих ликвидаций, а также очень много держателей закрылись с убытком. Такие события часто присущи разворотным точкам. Третий фактор — супермощная статистика экономических показателей, которая вышла в четверг 25 сентября. При этом рынки сперва помешкались, а затем сделали пролив. Причем пролив на повышенном объеме, но при этом к вечеру падение остановилось и не продолжилось. Такие моменты на графике я лично называю остановочным объемом. Но для того, чтобы это подтвердить, должны появиться признаки разворота. Вообще, пролив на сильных макроданных — немного странное явление. По идее, такие новости должны восприниматься позитивно. Но поскольку мы имеем дело с рынком, где задача сильного отобрать условия
слабого, то разрешено все, что не запрещено. Вполне возможно, что этот пролив был манипуляцией и сбросом лишних пассажиров. Четвертый фактор. 26 сентября в 11:00 была экспирация опционов на биткоин и эфир. А к таким моментам возможна доводка цены до удобного, а для кого-то неудобного места. Ну а сделать это под выход важных новостей – святое дело. Пятый фактор. Подходит к концу сентябрь, который по паршивости идет в ногу с августом. Ну и квартальная доходность пока вырисовывается такая себе. Но зато четвертый квартал отличается рекордными доходностями. Плюс сами по себе октябрь и ноябрь считаются по прошлой статистике одними из самых сильных месяцев для биткоина. Поскольку трейдер не может оказывать влияние на рынок ровно так же, как человек не может оказывать влияние на погоду, то кроме как адаптироваться и следовать за рынком, у трейдера особого выбора-то больше и нет. Нам в любом случае надо откатить вот эту падающую формацию уровня Subminoid. И если после ее отката все же произойдет перелой, значит среднесрочный тренд все же сменился на медвежий. Если этот откат разрастется в нечто большее, значит медвежка на какое-то время отменяется и будем рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Плюс не забываем, что еще не разыграна карта волатильности. Если кто вдруг подслил свой депозит на этом падении и торговал до этого не на Bybit или не на BinX, то под видео есть реферальные ссылки, по которым можно получить бонусы при регистрации и пополнении депозита. Может, на этих биржах удача будет лучше вам сопутствовать. Всем добра и профита, соблюдайте риски и берегите свой депозит.